Всем привет, дорогие зрители, это This is Apple, и с вами Евгений Шакиров, который получил новую работу Полисмен. Немножко поиграл в эту игру, ребята, я в восторге от нее, и поэтому решил начать все заново и записать. Начав новую игру, выдали текущее сохранение. Хотите продолжить? Нет! Мы возвращаемся. Вы хотите продолжить? Начав новую игру, вы удалите текущее сохранение. Хотите продолжить? Я хочу новую, пожалуйста. День первый. Понедельник. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи о ставке Джека Бойда. Это, кстати, я, Джек Бойд. Марк Оуэр второй покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры. По личной просьбе мэра. Заводим свою классную колымагу. Я немножко простыл и буду говорить в носик. Извините, пожалуйста, за мои сопли. Чаек рядом приготовил. Какой-то фрагмент 30-минутный. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Ну, короче, батьку надо слушаться, но когда батя дает дельные советы, которые ты можешь воспользоваться и в 60 лет. Сейчас мой батя не дает мне никаких дельных советов, поэтому... This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Но если батя дает дурные советы, как и мне, поэтому не можно его не слушаться. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Если бы я послушался батю, я бы сейчас не сидел перед вами и не снимал видосик, а работал бы уже на заводе. Женя, 18 лет. Доброе утро. Конечно, добрейший вечерочек, Феромир. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом? Какая разница уже? Вот какая. Мне кто-то пытается позвонить, но я-то не... Так. Это имеет значение, это... Знаете ли вы своего приемника? Думаю, это кто-то новенький. Или это будет сотрудник департамента. Скорее всего, повышение получит кто-то из моих нынешних подчиненных. Из-за разгоревшего коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Откуда мне знать, что у моего дружбана Фрэнсиса Кендрика в голове? Ну, мой заместитель, он же мой друг. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще не верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете сказать? Работает, если это полезно. Если в краткосрочной перспективе сделка с мафией поможет предотвратить преступление, то, конечно, мы пойдем на это. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром смогли стать причиной вашей отставки? Определенно нет.
Это невозможно. Мэр Роджерс настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенное решение. Тут нет места личным апатиям. Спасибо. Спасибо, до свидания. Было очень приятно поговорить. Ой, моя How's the спина. back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Захаваем пару таблеток, запьем их, чтоб... О, закурим сигару. О. Ой, прошу прощения. Что реально... As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Это мэр Роджерс. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me." Ну смотрите, пытается меня напугать. I have a new assistant, Troy Starr. If you have Troy something Starr. to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. Я I'll понял. do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Он просто мой кабинет хочет отдать другому. Ну, это хуёвая идея. Ой. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Бах! Он там пока шпилевилил с негритяночкой. Вообще, глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Джек Бойд оставил слух и о сотрудничестве полиции и мафии без комментариев. Зарплата городских служащих не вырастет в этом году. Интересно, интересно. Так, пару деньков сейчас, чтобы было понятно. Я думаю, большая часть Cops уже don't видели. use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes.
could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. Один из таких призраков это я. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, да какое-то шоу мне рассказывать, я 60 лет в этой полиции уже работаю. Пожалуйста, не чешите мне херню на уши. Я сам знаю, что мне делать. Так. Убираем, пожалуйста, сигарету, сдуваем пепел. И начинаем. Торговый центр Everyday. Мы с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Коти и Цубаки, пожалуйста, разберитесь. У меня хороший составчик есть, бабушка Прайс, чернокожая женщина Осень, кинотеатр. Администратор кинотеатра сообщил, что показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь разбиваются от охранников кинотеатра. Янси и Асана, разберитесь. И теперь троица. 3 женщины. Ну тут, кстати, один мужик. Что это такое? Женщины заходили в смену Б. Ну, спецназ, ладно. Начался дождик. Так. Побег с места аварии. Коти и Цубаки поймали негодяя, который сбил бедного бомжика. Драка, отчет. Преступник пойман, офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Спасибо большое, ребята, вы молодцы. Возвращайтесь, пожалуйста, в департамент. Пригород. Вооруженное ограбление. 3 подростков с уходящими оружиями ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Перди, Остин, разобраться с мелкими негодяями. Юридическая контора. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискуем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. А, у меня еще нет. Коти Цубаки. Поехали на дело. Бабушка Прайс. А, тебе можно только нахуй. С департамента полиции, потому что ты никчемная и уже и старая пердуха. Янси и Асана вернулись. Гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Янси, Асана, Прайс, пизду в гетто. Больше я тебе ничего не скажу хорошего, поэтому едь. У дома Бранд действительно стоит та самая машина. Из окна гостиной доносится стоны и громкий смех. Пробраться в дом через открытое окно. Перди, Остин, молодцы. Офицеры невредимы. Маленькие негодники. Рукоблуды были пойманы. Драка, отчет. Коти, Цубаки, молодцы. Вот это хорошо. Хорошо, ребята, работают сегодня. Мне нравится. Поэтому продолжаем. Еще такая музычка приятная. Отчет нападения.
Ой, прайс, задержала. Ой, молодец. Держи тебе 10 очков, возвращайтесь в департамент. Это дальше вам делать пока что нечего. Все, завершаем второй день. Теперь у нас смена Б. Рой там, ой, Берчи, ой-ой-ой. Ой-ой, капец. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation. Опять ты мне бабки, Кендрик, подсовываешь. How much are you looking to Ай-яй-яй. earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Ну что ж, день третий, среда. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Геннаро Креспо приедет во Фриполь. Заводим свою мега Феррари и поехали на работу. Ну что ж.
Смена А, 2 лычки у нас есть. Ее получишь ты, вандал. А по-моему, вот этим вот... А не можно? Бежи ты какой-то ее расписля, иди в жопу. Тебя не дам лычку. Так, выбираем композицию «Зеленые бобы», пожалуйста. Поехали. Музыка здесь, ребят, реально отменная, поэтому хочется слушать и слушать. Собор Сент-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Надгробия расписаны сатанистскими знаками. Есть сколы, кажется. Даже есть следы работы лопаты, но настоятель старается об этом не думать. Стовал, бери с собой самади и едьте, разберитесь. Так, полицейский участок, у меня есть биржа труда. Я возьму с собой смену Б. Ой-ой-ой, ты точно пончиков много ешь. Так, 210. Так, 350. Ну я хрен знаю. Давайте подождем. Оставим одно местечко для кого-то. Небоскреб. Так. Харли Джонсон прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок. Вандал с повышением. Бери с собой Берча и Гранта. И если разберитесь. Берч младший, Рой, я не буду батю и сына его младшего или брата. Не буду их вместе садить, я не знаю, кто там они, какие у них родственные связи. Может, это плохо кончится. Вандализм. Стовал Самади, молодцы, ребята. Офицеры невредимы. Преступник закрыт, возвращайтесь. Закусочная. Официантка мило уверена, что она только что подала чизкейк и диетическую котлу. Ребята, отправляем самых слабых сюда, потому что я знаю, что это будет. Ну, мог, конечно, не отправлять. Ну, пусть лучше будет, чтобы оно не висело. Вандализм. Молодцы. Возвращайтесь в департамент. Я поиграл, конечно, до дня 4-5, где-то так. То есть, ну, ребята, поэтому надо все-таки записать. Будет классно. Подозрительный индивидуум. Ссылка обозначена, офицера открыта. Понятно, офицеры все ж на одно лицо, воры. Все такое, ночной клуб. Мой вышибал. Ну давай подождем лучше. Хотя Перч, пиздуй туда. Или нет. Рой. Сейчас вернется, я отправлю туда Роя. Рой, едь. Побудешь вышибалом. Как раз на вышибалу так классно и похож. Ледовая арена Кристофера Гессенда. Поступил анонимный звонок. По катку на ледяной арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Самади, Стовал, Самади, вы хорошо начали работать. Едьте. Поэтому не хочу разлучать ребят, которые очень хорошо срабатываются. Флит-стрит. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Вандал, Робинс. Робинс, я понимаю, что, наверное, это тоже твоя любимая жвачка, но, пожалуйста, разберитесь, не надо, чтобы мужчина себя поджигал. Так, Сэм Соркин. Извините, мистер Бонд, но я увольняюсь за один вечер, я работал больше, чем FPD платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться, все-таки быть копом, не вы. Ну пиздуй ты, Рой, нахуй ты мне надо. 4500 мы заработали. $500 000 надо заработать, но я думаю, мы справимся. Остаемся до глубокой ночи. Решаем проблему на ледяной арене. К вашему приезду клоун мастерит пудли из шариков, сосисок, а вокруг него катается детвора. Внимательно наблюдать за клоуном.
с трибун. Ребята, вы молодцы. Я же говорил, что вы сработаетесь. Самади, будешь хорошо так работать со столом, получишь и свою вышку. Угроза самоубийством. Вандал, Робинсон, вы тоже неплохо сработались, поэтому поздравляю вас. Вы остаетесь пока. Два напарника. Этих пиздюков троих я что-то придумаю. Поработал 3 дня и пиздую. Совершенно тогда день, потому что дальше нам сидеть нечего. Мы потеряли одного человека с меня, поэтому надо его будет вернуть. Распьер раскоряет свою личность, когда придет время. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Феминистские организации отказали в официальной регистрации. Ну и правильно. Нахуй те феминистки. Так, почитаем немножко утреннюю газету с кофе и сигарой. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all 3 of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Бедный мистер Бонд. Служители Иеговы, которые ко мне тоже приходят. Я с ними как-то пообщался раз на очень философские темы. И в итоге сегодня в кино будет новый фильм с любым актером. Можно я скажу?
Ну, Цубаки, ладно. Да, но придешь завтра. Сегодня обещали дождь, а у меня очень слабый иммунитет. Боюсь заболеть. Ты шо? Можно... Блин, какой да? Ладно. Усатого пиздюка мы отдали. Я Эники, Беники, Янси или Перди. Кто ж получит лычку? Перди, конечно же. Потому что феминисткам не разрешили, пусть Янси чуть этот подождет. Так, давайте вот вторую класть, третью, ладно, третью. Джон Сандер, какой-то там пацик, вылез из какого-то кишлака. Вылез из какого-то кишлака. Ну вы поняли, конечно. Ну, ладно. Давайте начнем. Сегодня у нас мало людей, минус 2 человека. Парковка у мэрии. Уборщики увидели, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны его крики. Ублюдки, воры, кровопийцы. Перди и Ассана, пожалуйста, разберитесь с ним. Так, полицейский участок. Сейчас в смену А надо взять человечка. Давайте возьмем лучше этого Глена. Потому что газет, конечно, классный, но что-то слишком. Ой, прошу прощения. Ой, извините. Так, увольте всех чернокожих копов. Это неинтересно. Так. Борцы за права чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле его дома. Мол, Дебрита, Армстронг. Решайте эту проблему. Поэтому расследовать это дело лезть не буду, потому что это сейчас мне не надо. Так, пригород угон. Камера наблюдения зафиксировала на заправке числящиеся в угоне Коти, Янси и Прайс. А нет, Янси оставим. Возьми Остин и Прайс. Идите, разберитесь. Людей так мало, а Янси поможет мне. Коти как раз поднатаскаешь. Так, порча имущества. Перди и Асана поймали преступника и невредимы. Это очень хорошие новости. Спасибо большое. Расследование началось. Эрик Грехман, пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Мистер Глейтон, сосед. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Мистер мистер Лоуренс Карр или Карр. Сосед. Он явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем ругался. Мистер Коп. Стейси Коп. Свидетель. Я не запомнила машина, а звуки были очень тихие. Я думала, что не могла подумать. И я и подумать не могла, что это выстрел. Дерли Карпентер, сосед. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел за лекарством, меня чуть не сбил какой-то идиот. Начинайте, ребята, трудиться. Спасибо, что опросили свидетелей. Поэтому ждем. Парк. Многодетную мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в биофекальных очках, устроившийся на скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа и регулярно их фотографирует. Янси, пожалуйста, разберитесь. Водителя рядом нет. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Коти, Асана и Прайс молодцы, поймали грабителя. Возвращайтесь в департамент. Так. Насчет дела в парке уже выехали. Решать эту проблему. Хорошо. Подозрительный индивидуум. Янси сам поймал преступника. Зря я тебя лычку не дал. Поздравляю. Молодец. Клуб Дрэгон Казуки Тамура. Клуб Dragon Layers. Открыл клуб. Таратара. В Фрибурге. Показательный поединок. Давайте сейчас Остин вернется. И мы ее отправим туда, пусть немножко надо подкачаться. А прайс мы пошлем. Я же могу это сделать. Так. Смена Б, прайс.
Уволить. Слишком стар. Ну, это старуха, ну ладно. Посмотрим. Так, полицейский участок, биржа труда. И вместо прайс возьмем этого китайца. У нас будет немного смена Б, немножко класс. Ну, больше людей, 2 новеньких как раз. 3 новых кадра. Начать расследование. Машину не разглядел никто, но был слышно пистолет. И поэтому Трэвис Хорт, расист, у которого уже есть несколько судимостей. Поэтому я знаю, как это расследовать дело. Это легко очень, поэтому отправляем Коти и Янси. О, не Янси, а Сарак сидит. Продолжайте. Спецназ там. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Перди, Янси и Прайс, едьте, разберитесь. Ой, хорошо, ребята, работают. Я из бара поступило сообщение. Извините, но нету людей. Вы как раз сегодня не пришли. Ну как, одно я разрешил, а второго нечаянно. Казуки Тамура, отчет. Шеф, я почти приучил этого япошки, но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл пачком. Правда, я толком не знаю правил, так что мало ли что Казуки насчитал. То после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлекался, что немного потянул спину. Пойду домой, отвлекусь. Осин, хорошо, но ты поднялась немножко, спасибо. Драка, отчет, извините, преступник скрылся. Так, на подиуме дерутся женщины, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Включить музыку и зашить верхний свет. Стриптизерши продолжают драться, не обращая внимания на полицию. Попросите у бармена холодной воды и облейте их просто. Спасибо, молодцы, со стриптизершами разобрались. Убийство, отчет. Преступник пойман. Мол, молодец, Скотти и Асана тоже неплохо. Вы поймали всех подозреваемых. Мол, Дебрита и Армсах, ну, так неплохо поднялись. Завершаем 4-й день. Смена Б. Сегодня хорошо отработали, только пропустили одно дело. Ну, что же я на этом могу сказать? Давайте на этом закончим. Ролик и так где-то минут 30. Но все же, мне понравилась игрушка, поэтому я буду стараться ее снимать. Также не буду забывать про Панч-Клаб. Панч-Клаб будет выходить, ну, буду стараться серию в неделю выпускать. Ну и чтоб нос мой тоже меня не подводил, и вам было неприятно слушать эти шморгания мои. А так, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. С вами был Евгешка Полисмен. Ждем продолжения. Что ж тут еще сказать? Удачи!